Всем привет, всем мира и всем добра. Как всегда по четвергам отвечаю на ваши вопросы. Первый вопрос касался целесообразности использования аналогового оборудования в домашних студиях. Ну, многие хотят прикупить какой-нибудь компрессор, прикупить там какой-нибудь эквалайзер, еще что-то. И как это все использовать? Здесь надо понимать, первое, что здесь надо понимать, это то, что это очень затратная часть. То есть, имея какое-то аналоговое оборудование, вам нужно его подключить к вашим цифровым устройствам, к вашему компьютеру. А у вас всего два канала на выход и два канала на вход. Выходить и прогонять там через компрессор какой-то инструмент, ну, это не всегда целесообразно. Да? Хорошо, когда вы можете выйти в аналог хотя бы там 8 каналами, и обработать 4 стереопары в аналоге или сделать аналоговое суммирование. Но здесь вам уже нужно конвертер на 8 каналов, здесь вам нужен сумматор или пульт на 8 каналов, плюс внешние приборы. Все это достаточно затратно, и я считаю это, в общем-то, нецелесообразным. Однако, если вы пишете вокал дома, то я бы позаботился о том, какой у меня вокальный тракт. Вокальный тракт — это не только микрофон. Да? Давайте разберемся, что из себя представляет вокальный тракт. Это 4 основных элемента. Первое — микрофон. Второе — предусилитель. Третье — компрессор. И четвертое — это конвертер. 4 прибора. Все эти 4 прибора, они должны быть примерно в одной ценовой категории. То есть нельзя купить микрофон за $3500 и оцифровать вот этот дорогущий микрофон карточкой за $100 или там за $50. Да? Это несоизмеримые вещи. Поэтому, если у вас микрофон за $200, то хорошо бы, чтобы у вас был хотя бы какой-то отдельный преамп для микрофона, в этой же ценовой категории, $100–200. И такой же компрессор. Ну и, соответственно, конвертер, оцифровщик тоже очень важно, какого он качества. Да? Можно купить карточку подороже, где будет, может быть, чуть получше конвертер. Но должен сказать, что в ценовой категории там, до 20 тысяч рублей за стереоконвертер это примерно все одинаковые. Там стоят одни и те же микросхемы и фактически одна и та же элементная база. Да? То есть это уже надо рассматривать более дорогую ценовую категорию. Если у вас микрофон стоит, скажем, $3500, то такого же уровня у вас должен быть предусилитель, это значит где-то там, по крайней мере, $2500, и такой же компрессор. Вопрос, а зачем компрессор? Мы зайдем в компьютер и плагином потом откомпрессируем сигнал. Не совсем все так просто. Да? Для того, чтобы вам войти в компьютер и не перегрузить конвертер при записи, вам нужно иметь достаточно большой запас по уровню. Да? Вы не можете писать уровнем под -5 дБ, потому что вокалист скажет «О!» и все, у вас будет перегруз. Поэтому вы поставите уровень записи примерно на -18, -20 дБ, чтобы у вас был запас headroom. Да? Но тогда тихие звуки, когда вокалист у вас шепчет, поет очень тихо, они окажутся на уровне -40 или -60 дБ. А на таких уровнях цифра не очень хорошо себя ведет. Разрешение такого сигнала будет на порядок хуже. Поэтому, если вы ставите в тракт компрессор, и компрессор вам даст гарантию того, что вы не перегрузите АЦП, соответственно, вы тогда можете писать более высоким уровнем. И это как раз и позволит вам записать с хорошим разрешением, плюс с какой-то минимальной компрессией при записи. Итак, еще раз. Вокальный тракт. 4 основных элемента. Микрофон, предусилитель, компрессор и АЦП. Аналогоцифровой преобразователь. Вот. Все это можно от этого отказаться. Если ваш микрофон стоит там $100–200, то вы можете его прямо воткнуть в звуковую карту, и тот предусилитель, и тот АЦП, который там стоит,
они будут соответствовать примерно уровню вашего микрофона. Ну, я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Теперь второй вопрос. Второй вопрос касался того, на что обратить внимание при посещении студии. То есть, если вы надумали что-то записать в студии и выбираете себе студию, то есть смысл походить, и на что бы нужно обратить внимание. Ну, первое, на что я бы обратил внимание, да, здесь надо понимать, что есть разные виды записи. Одно дело, вы хотите пойти в студию и записать вокал, тогда вам нужно смотреть прежде всего на вокальный тракт. А другое дело, если вы хотите пойти в студию и записать, допустим, там барабаны, гитары, ударные, еще какие-то духовые инструменты, это уже другой вопрос. Поговорим о первом варианте. Если вы хотите прописать вокал качественно, то первое, на что надо обратить внимание, это, естественно, на вокальный тракт, о котором я говорил вот в предыдущем вопросе. Да? То есть я бы сразу, первое, что я бы сделал, я бы посмотрел, какой стоит микрофон, какой преамп и какой компрессор, и есть ли это все. Да? Второе, на что я бы обратил внимание, на каком DAW работает звукорежиссер. Если он работает в Pro Tools, там, Cubase или Logic, ну, в общем, это не вызывает сомнений. Но если у него как основной редактор используется Fruity Loops или Ableton, это меня бы уже насторожило. Потому что, ну, эта программа, в принципе, не приспособлены для трекинга, да, для записи барабанов, для записи вокала и так далее. И если звукорежиссер их использует для этих целей, то это меня бы насторожило. Третье, на что я бы обратил внимание, на мониторинг в студии. Хорошо, когда в студии есть хотя бы две линии мониторов. Это ближнее и среднее поле. Если у звукорежиссера стоят 5-дюймовые Yamaha HS5 или что-то в этом роде подобное, это тоже вызвало бы у меня настороженность. Вот. Ну и, естественно, надо посмотреть, как оформлена акустика студии, насколько человек опытный. Но это вы сразу уже поймете, когда вы посмотрите, на чем он работает, то вам будет уже понятно, стоит ли доверять этому человеку свой голос или нет. Второй вопрос. Если вы хотите записать барабаны, то здесь на что надо обратить внимание? Ну, первое, на что я бы обратил внимание, это на парк микрофонов. Какие микрофоны? Потому что для нормальной записи барабанов вам понадобится, ну, примерно 12-14 микрофонов, минимум 10. Если вам предлагают записать барабаны на 8 микрофонов, я бы уже насторожился. 8 микрофонов не позволит вам записать достаточно качественно, потому что какие микрофоны ставятся при записи на барабаны? 2 микрофона на кик-драм, 2 микрофона на снейр-драм, отдельно 2 микрофона на оверхед, отдельно микрофон для хэта, и желательно еще, да, у вас еще, допустим, есть 3 тома, значит, это еще 3 микрофона, то есть каждый том вы должны записать отдельным микрофоном. И хорошо бы еще записать звучание комнаты. Кстати, о комнате. На комнату это второе, на что я бы обратил внимание. Итак, вот 12 микрофонов, если вам предлагают 8 микрофонов, это значит, что вам придется от чего-то отказаться. То есть либо у вас не будет рума, либо у вас бочка и рабочий будут записаны одним микрофоном, ну, в смысле, один для бочки, один для рабочего. Да? А это уже не очень хорошо, потому что при сведении это даст свои отрицательные стороны и не позволит вам сделать качественно красивые барабаны. Вот. Ну и, конечно, тон-зал. Да? Чем больше тон-зал, тем лучше. Ну, минимально, наверное, 15 метров – это то, что необходимо для записи барабанов. Если тон-зал 8-6 метров, то это уже, в общем-то, непригодно для записи ударных. Если вы хотите прописать гитару, то, наверное, есть смысл посмотреть, какие комбики есть в студии. Или, может быть, у вас есть свой комбик, тогда вы привозите его в студию, и, собственно, ответственность ложится на вас уже. Вы сами отвечаете за то, какой комбик вы привезли. Но посмотрите, на сколько микрофонов пишутся комбики. Минимум 2 должно быть. И на басовые, и на гитарные кабинеты должно быть минимум 2 микрофона. Иногда бывает там 6-8, но чем больше микрофонов, это не значит, что звук будет лучше. Вот. Вообще, часто, конечно, и одного достаточно, очень часто. Но хотя бы 2 нужно иметь, чтобы у вас был хотя бы какой-то выбор в этом отношении.
Ну, вот, наверное, это основные моменты, на которые есть смысл обратить внимание при выборе студии. Всем хороших миксов, всем хорошего настроения, мира, добра, весны. Пока!